Рассказ называется «Рыбалка с пузырем». Его и пузырем-то назвали только потому, что Сергей хотел его продать. А имя, думал, пусть сам хозяин даст. Однако звать щенка как-то надо. Можно, конечно, и просто «Эй», но к «Эю» скоро приклеилось слово «пузырь». От того, как нажрется, так на пузыря и похож. Так что стал он «Эй, пузырь». А вскоре «Эй» куда-то затерялся, и осталось просто пузырь. Последние километры пути пришлось тащить лодку одному. Пузырь, добросовестный мой помощник, сбежал. Не помогли никакие окрики. Да и как было устоять? Впереди нас, метрах в 100, переходил речку красавец-олень. Сильная струя пенилась вокруг него, и он шел, медленно ступая по скользким камням. Голову с переплетом тонких рогов он нес высоко поднятый, и вид у него был гордый, спокойный и в то же время настороженный. Учуяв нас, олень в 2 прыжка вымахнул из речки, сделав огромный скачок по прибрежным скалам, и густые кусты и опушки скрыли его из глаз. Пузырь отчаянно залаял, рванулся что есть сил за добычей и умчался вслед за ней с обрывком шлейки на шее. Только я его и видел. Сильно измученный, я достиг наконец цели порогов, перегородивших реку обломками мощных скал, свергаясь с которых вода образовала омут с бездонными ямами, населенными, по слухам, великанами-тайменями. Из-за них-то и преодолел я около 60 километров по извилистой горной речке. И теперь стоял возле потока, слегка оглушенный гулом падающей воды, и жадно вдыхал влажный, насыщенный водяной пылью воздух. Все суставы ныли, горели огнем, распухшие от укусов мошкары и комаров лицо и шея. Одежда противно липла к телу, и когда из кустов наконец появился пузырь, некрупная ладная лайка, великолепно одета в черную с серебром глянцевую шубу, с породистой тонкой мордой и острыми стоящими ушами, сейчас виновато опущенными. Я не сдержался и хотел проучить его тем самым ремешком упряжки, что порвал он при своем бегстве. Но, почуяв неладное, пузырь убежал и спрятался. Как я его ни звал, он не возвращался. Я поступил правильно, но в душе зашевелилась жалость. Уж очень удрученный был у пузыря вид. Когда весь сжавшись, с прилипшим к голове ушами и хвостом между ног, он удрал от меня в кусты. Освежившись в студеной воде, я пошел рыбачить. То, ради чего сюда добирался. День был солнечным, и кругом стояла такая красота. Хариусы клевали один за другим. Часа через 3 я принялся потрошить выловленных хариусов и ставить варить уху. И еще на рожны поставил пожарить пару хариусов так. Нескончаемый летний день клонился к вечеру. Это можно было заметить, пожалуй, лишь по исчезновению пауков. Душный зной не спадал, а светлое небо и яркая зелень леса сверкали по-прежнему. Дым от 2 разложенных мной небольших костров тихо плыл в сторону, служа надежной, однако по-своему ужасной защитой от комаров, этого истинного бича тайги, потому что больше от дыма страдает человек, чем насекомое. Я оглядывал незнакомые, дикие, никем не хоженые места, стараясь по разным известным рыболовным признакам угадать, как вознаградит меня за тяжкие 4-дневные труды этот бурливый омут, стесненный скалами, с торчащими со дна камнями и отливающими точно нефть темными струями с клочьями желтоватой пены. И я с увлечением сматывал на катушке надежные сатурновые лески, Расправлял помятых искусственных мышей, следил за тихо булькавшим на углях котелком сухой. И нет-нет поднимал голову и прислушивался. Меня уже томило раскаяние, я упрекал себя за свою горячность. Проступок пузыря представлялся все более незначительным, а что хотел выпороть, так то за дело. Нужно ли говорить, что одинокий охотник чувствует себя в таежной глуши спокойным, лишь когда рядом с ним находится его надежный четвероногий спутник. И мне очень хотелось видеть пузыря возле себя, уютно свернувшимся и чутко спящим с настороженными ушами и глазами, открывающимися при малейшем шорохе, неуловимом для человека. Так, подкарауливая беглеца,
Я то и дело отрывался от своих занятий и оглядывался вокруг. Свой лагерь я разбил на крошечной полянке, окаймленной кустами со стороны леса и с крутым спуском к речке. Вдруг за тонкими стволами рябинок и орешника, метрах в 15 от себя, я различил темную, неподвижную фигуру медведя. Я обомлел. Из рук выпали баночка с солью и ложка. Зверь стоял на четвереньках, приподняв повернутую в мою сторону голову. Я не мог понять, заметил он меня или нет, но видел, что он торопливо водит носом, напряженно принюхиваясь. Его, конечно, привлек запах рыбьих внутренностей. Что мне было делать? По непростительной оплошности ружье я оставил в лодке, то есть в шагах 40 под крутым берегом, заросшим травой. Бежать за ним нечего было и думать, все равно бы не успел. Рукой, сделавшейся сразу влажной, я перебирал в левом кармане комбинезона всегда лежавшие там пулевые заряды. Топор торчал поодаль, в пне срубленной мной сушины. У пояса висел нож, это было все, чем я располагал для защиты. Однако давно миновало время, когда рука моя была достаточно тверда, чтобы поразить зверя с толстой кожей и свалявшейся грубой шерстью. Костер уже догорел, осталось немного углей. В нем, как назло, не было ни одной головешки, чтобы хоть этим ненадежным средством попытаться напугать непрошенного посетителя. Все это вихрем пронеслось в моей голове. Я продолжал следить за неподвижным зверем, слыша биение своего сердца. Тут медведь шевельнулся и приблизился на несколько шагов. Теперь его закрывала лишь небольшая елочка. Зверь был не из крупных, однако казался большим из-за черной клочкастой шерсти, торчавшей во все стороны. Особенно поражала его голова, запутавшиеся в волосах веточки травы и репья. Из-под этого безобразного колтуна свирепо блестели бусинки черных глаз и торчала острая длинная морда с поросячьим пятачком. Ноздри медведя вздрагивали, его очевидно тревожили и манили незнакомые запахи. Теперь он глядел на меня в упор, еще не вполне догадываясь, с кем имеет дело. Людей он, видимо, никогда не видел раньше. Зверь негромко и очень своеобразно сопел, впрочем, совсем не злобно. Тут медведь сделал движение и, очутившись вовсе рядом со мной, встал на дыбы. Он горбился, и передние слегка согнутые лапы висели вдоль туловища, как у игрушечного мишки. Головой на длинной шее он вертел в разные стороны. Мне, сидевшему на корточках в 5 метрах от него, он казался теперь огромным. Я почти с ужасом глядел на облезлое брюхо зверя. Приближалась решительная минута. Я приготовился, нож оказался сам собой в правой руке. Я, наверное, еще никогда в жизни не сжимал так сильно его широкой рукоятки. На левую руку я кое-как намотал скомканное одеяло, лежавшее рядом с костром. Медведь и я неотступно наблюдали друг за другом. Несмотря на всю крайность своего положения, я заметил, что медведь прислушивается к чему-то постороннему, и это было непонятно. Разгадка наступила тут же. Под ноги медведя подкатился мохнатый черный ком, и молчаливую сцену резко нарушил злобный лай. Пузырь иступленно бросился на зверя и впился ему в хозяйство. Картина мгновенно изменилась. Медведь заорал так, что в ушах у меня заложило. Отпрыгнув с невероятным проворством, взмахнул передней лапой, пытаясь достать собаку. Медведь был в бешенстве. Пузырь увернулся, отскочил в сторону, но тут же бросился на медведя снова, уже с другой стороны. Ах, как грозен был в это мгновение мой всегда ласковый и спокойный пузырь. Шерсть на нем стояла дыбом, образуя на зашейке гриву, как у льва. Оскаленная пасть и сверкавшие глаза олицетворяли неукротимую злобу. Он наскакивал так решительно и с такой быстротой и ловкостью, что медведю оставалось только увертываться от его укуса. Поняв тщетность своих попыток поймать врага, медведь переменил тактику и лишь отпугивал его и приседал, оберегая свои самые уязвимые места. При каждой попытке зверя пуститься на утек, пузырь пиявкой влеплялся ему в зад. Очень скоро зверь тяжело задышал, сел в траву, привалившись к камню, стал отмахиваться передними лапами. От досады, злобы и боли он ревел не своим голосом на всю тайгу. Бесстрашный и верный мой пузырь,
что бы я делал без тебя? Я кубарем скатился под яр, выхватил ружье из лодки и, карабкаясь наверх, перезарядил на ходу оба ствола пулями. Куда делся страх? Теперь, стоя в 10 шагах от медведя, я расчетливо выбирал момент для выстрела и ждал, пока успокоится дыхание. Зверь и не смотрел в мою сторону, ему впору было отбиваться от наскоков пузыря, обезумевшего от злобы и азарта. Однако целился я не в утку. Как не сдерживал я себя, но нажав на спуск не вовремя, когда зверь повернулся ко мне спиной. Пуля попала ему в хребет, и он ткнулся вперед, натужно рявкнул, точно сразу выпустил из легких весь воздух. Вторым выстрелом в голову я добил медведя в упор. Минут через 10 я сидел у потухшего костра и одной рукой обнимал за шею присевшего возле меня пузыря. Другой рукой я скармливал ему куски испеченного на рожне жирного хариуса. Первый раз я замахивался на собаку ремнем, и в последний. После этого случая я никогда не поднимал руки на моего верного пузырика. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на мой канал.